начале 80-х борьба между производителями машин открытого класса по мотокроссу достигла своего апогея. Suzuki также не осталась в стороне. Так как двигатель RM 465, выпуск о котором выходил ранее, был одним из наименее мощных в классе, то в 1983 году инженеры Suzuki решили увеличить объем и мощность. Чтобы разместить больший поршень, они взяли старый цилиндр RM 465 и увеличили его диаметр на 2,5 мм, но без изменения хода поршня. Также двигатель получил новую головку с увеличенной степенью сжатия, новый маховик, 38 мм карбюратор Mikuni и самую сложную конструкцию четырехступенчатой коробки передач, какую только можно было придумать. Выпустив модель RM500, Suzuki теперь находилась на одном уровне с 500-ками от Honda, Yamaha и Kawasaki. Измененный, теперь уже 492-кубовый двигатель оказался более мощным и с лучшей тягой на низах, чем у прошлогодней модели. Однако он получился настолько мягким, что больше был похож на эндуро. Вкупе с четырехступенчатой коробкой передач шансов конкурировать с CR500R не было никаких. Ей он уступал около 10 лошадиных сил. На 11-стенде мотор выдавал всего 43 лошадки. Конечно, на RM500 было намного легче ездить, чем, например, на абсурдно взрывоопасном KX500, но он подходил больше все-таки для новичков, чем для профессионалов. Большинство остальных изменений у RM500 были незначительными, самым желанным из которых было добавление нового переднего тормоза, который теперь стал в один ряд с лучшими тормозными системами конкурентов. Что касается внешнего вида, единственными отличиями было новое синее сиденье, в 1982 году оно было черное, а перья передней вилки были окрашены в желтый цвет. Fucking shit on the camera though. Также RM500 сохранил и конструкцию задней подвески Full Floater. Эта удивительная система была лучшей в классе, состояла из набора распорок, которые в этом году стали легкосплавными, и звеньев. Они одновременно производили сжатие как снизу, так и сверху. Это позволило амортизатору плавать, отсюда и название Full Floater, и более точно реагировать на изменения местности. Конструкция подвески была сложной и дорогостоящей в производстве, но благодаря ей мотоцикл Suzuki, несмотря на маломощный двигатель, был очень конкурентоспособен в управлении. Был также установлен новый амортизатор с пересмотренным резервуаром для лучшего охлаждения, в котором теперь можно было корректировать сжатие и отбой. Передняя 43-мм вилка Каяба также была пересмотрена и получила возможность настройки сжатия. Общая колесная база была увеличена на 10 мм. Однако многие заметили, что с выходом этой модели интерес Suzuki к открытому классу начал ослабевать. Поэтому в 1984 году на разработку мотоцикла уже не тратилось много усилий, скорее вносились небольшие коррективы, вследствие чего в этом году RM500 последний раз поставлялся на американский рынок, а в следующем году модель и вовсе прекратит там свое существование. В 1985 году Suzuki представила свою последнюю модель для открытого класса, основными отличиями которой от прошлогодней модели была улучшенная подвеска с большим выбором регулировок, передний дисковый тормоз, а также новая графика.
В целом РМ-500 был отличным выбором для тех, кто искал добрый и спокойный мотоцикл. На нем уже никто не собирался выигрывать гонки, но легкость езды и превосходная подвеска могли сделать его оружием на трассе в долгосрочной перспективе. Очень жаль, что Suzuki решила больше не выпускать мотоцикл для открытого класса, и мы так и не увидели ее модель RM500 с жидкостным охлаждением. 83.